На нашей планете осталось немного мест, где время словно остановилось, где правила, написанные миллионы лет назад, до сих пор имеют высшую силу. Здесь, в сердце индонезийского архипелага, среди вулканического пепла и палящего солнца, существует затерянный мир. Мир, который не должен был пережить ледниковый период. Это царство одного существа. Он не просто ящерица. Он — живое воплощение мифов о драконах. Varanus komodoensis — комодский варан, самая крупная ящерица на Земле. Местные жители называют его Ра, что означает «наземный крокодил». И в этом прозвище скрыт глубокий страх и уважение. Достигая 3 метров в длину и веса более 100 килограммов, этот хищник не имеет естественных врагов в своей среде обитания. Он — апекс-хищник, король, чья корона отлита из бронированной чешуи, а скипетр — это смертельный яд. Но как этому реликту удается процветать в эпоху млекопитающих и людей? Чтобы понять это, мы должны прожить один день в тени дракона. Эволюция создала идеальную машину для убийства. Взгляните на его челюсти. В пасти варана скрыто около 60 зубов. Они загнуты назад и имеют пилообразную кромку. Это не зубы для жевания, это инструменты для разрывания плоти. Если зуб ломается в битве, на его месте тут же вырастает новый. Но главное оружие варана — не зубы и не когти. Это его чувства. Варан практически глух к человеческому голосу, но его обоняние феноменально. Точнее, он не просто нюхает носом. Видите этот желтый раздвоенный язык? Он собирает молекулы запаха из воздуха и доставляет их к органу Якобсона на небе. Этот биохимический анализ настолько точен, что варан может почуять запах падали или ослабленного животного на расстоянии более 4 километров. Он знает, где вы, задолго до того, как вы увидите его.
Они кажутся ленивыми, неповоротливыми, но это обманчивое спокойствие. Как и все рептилии, вараны хладнокровны. Им нужно солнце, чтобы зарядить свои мышцы энергией. Утром они принимают солнечные ванны, впитывая тепло, чтобы разогнать метаболизм. Но как только температура тела достигает оптимума, они превращаются в стремительных атлетов. В рывке варан способен развивать скорость до 20 км в час. Это быстрее, чем бежит средний человек. У вас не будет шанса убежать, если вы окажетесь слишком близко. Долгое время ученые верили, что секрет смертоносности варана в грязной пасти, кишащей бактериями, которые вызывают сепсис. Но недавние исследования перевернули наши представления. В 2009 году МРТ сканирование показало наличие сложных ядовитых желез. Когда варан кусает, он впрыскивает в рану мощный коктейль токсинов. Этот яд вызывает резкое падение кровяного давления, шок и предотвращает свертывание крови. Жертва не просто ранена, она обречена медленно истекать кровью. Теперь начинается игра в ожидании. Варан, нанесший укус, спокойно следует по кровавому следу, используя свой чудо-язык. Но он не один. Запах крови привлекает других драконов со всей округи. На Комодо нет понятия «добыча принадлежит тому, кто убил». Добыча принадлежит сильнейшему. Иерархия за столом жесткая. Первым ест самый крупный доминантный самец. Остальные ждут своей очереди или пытаются украсть кусок. Вараны способны проглотить кусок мяса размером с собственную голову благодаря подвижным соединениям челюсти и растяжимому желудку. За один присест взрослая особь может съесть количество пищи, равное 80% ее собственного веса. Представьте, что человек весом 80 килограммов съедает за обедом 64 килограмма мяса. На протяжении столетий люди и драконы живут бок о бок. Жители острова Комодо научились уважать своих соседей. Дома здесь строят на высоких сваях, не только от приливов, но и чтобы незваный гость не зашел в спальню. Легенда гласит, что вараны и люди
братья. Однажды женщина родила двойню – мальчика и дракона. Мальчик остался с людьми, а дракон ушел в лес. Поэтому убивать Ора – табу. Сегодня главная угроза для варанов не охота, а изменение мира вокруг. Национальный парк Комодо – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Туризм приносит деньги, необходимые для охраны, но он же меняет поведение животных. Вараны, привыкшие к запаху еды с кухонь рейнджеров, становятся менее осторожными. Однако более страшный враг невидим – изменение климата. Вараны живут на нескольких небольших островах. С повышением уровня мирового океана их ареал обитания сокращается. Долины, где они охотятся и строят гнезда, могут быть затоплены. По прогнозам ученых, к 2050 году пригодная для жизни территория может сократиться на 30%. Драконы пережили миллионы лет эволюции, вулканические извержения и ледниковые периоды. Но смогут ли они пережить последствия человеческой деятельности? Мы привыкли видеть их на суше, покрытыми пылью. Но вараны – превосходные пловцы. Они способны преодолевать проливы между островами, мигрируя в поисках пищи или партнеров. Они ныряют на глубину до 4-5 метров. Представьте себе, вы купаетесь в тропическом раю и вдруг видите силуэт дракона, скользящего в толще воды. Это напоминание о том, что здесь нет безопасных зон. Вся экосистема, от коралловых рифов до вершин холмов, принадлежит им. Комодский варан – это живой мост в прошлое Земли. Глядя в его холодные глаза, мы видим отражение эры динозавров. Он жесток, но по-своему прекрасен в своем совершенстве. Он – вершина пищевой цепи, инженер своей экосистемы. Без него баланс на этих островах рухнет. Пока существуют эти острова, пока океан омывает их берега, легенда будет жить. Здесь, на краю света, драконы все еще реальны, и они все еще правят. Мир узнал о них только в 1910 году. Голландский лейтенант Ван Штейн Ван Хенсбрук услышал рассказы местных о сухопутном крокодиле. Он не поверил. Но когда ему принесли шкуру длиной 2 метра,
Наука была в шоке. Долгое время считалось, что рассказы о драконах в средневековых бестиариях — выдумка. Но, возможно, моряки, бывавшие в этих водах сотни лет назад, видели именно их. Может быть, образ мифического дракона родом именно отсюда. Иногда амбиции варана превосходят всякие ожидания. Водяной буйвол весит более 500 килограммов, в 7-8 раз больше варана. Одиночный варан не может убить его сразу. Но стратегия «ба укуси и жди» работает и здесь. Укушенный буйвол ищет спасение в воде, в грязевых лужах. Но это ловушка. В грязной воде рана воспаляется еще быстрее. Яд делает свое дело. Это может занять недели. Вараны просто патрулируют местность, проверяя состояние жертвы. Это самая медленная охота в мире и самая неотвратимая. Мы привыкли считать рептилий примитивными, но вараны в неволе демонстрируют признаки игры. Они узнают людей, которые за ними ухаживают. Есть видеосвидетельства, как варан играет с ботинком, лопатой или даже гоняется за мячом. Это говорит о том, что их мозг сложнее, чем мы думали. За этой броней скрывается любознательный ум.